Здравствуйте, меня зовут Петр. Я живу в уникальном по своей истории, культуре и природе уголке света в стране, которая называется Грузия. И я пчеловод. Однажды я встретился с одними малознакомыми мне людьми, которые меня спросили, чем я занимаюсь. Я ответил, что я пчеловод. Мгм. Тогда я добавил, но у меня особенный мед. На что они улыбнулись и сказали, ну так говорят все пчеловоды. Действительно, как можно жить в одном регионе с другими пчеловодами и иметь какой-то свой особенный мед? Об этом я и хочу рассказать в этом видео. Из этого видео вы также узнаете, почему иной раз я ставлю свои улья в местах довольно неудобных с точки зрения обслуживания пасеки. Вы узнаете, почему подавляющее большинство пчеловодов применяют химические препараты для лечения своих пчел. И почему я полностью от этого отказался. Вы также узнаете, почему я не использую вощину в рамках и даже проволоку. Я коснусь темы извлечения меда из сот, а также его хранения, чтобы никоим образом не навредить ему и не испортить. И в дополнение, благодаря этому видео, вы научитесь находить пчеловодов, у которых вы сможете покупать по-настоящему природный чистый мед. И это независимо от того, в какой части света вы проживаете. Прежде чем стать пчеловодом, я был покупателем меда. И так как я считал мед очень ценным продуктом, я всегда стремился к тому, чтобы мне не попалась подделка. Я думал, что нормальный мед, хороший, можно купить в супермаркетах, потому что там продукты проходят проверку, там обязательно сертификация, и поэтому там меньше вероятность подделки. Я всегда смотрел на полочках такой мед, обычно импортный, какой-то необычный, и более-менее с доверием к этому относился. Я никогда не покупал мед на рынках и даже на ярмарках, потому что часто там стоят продавцы, и у меня всегда были подозрения, что в этих бидонах налито, не добавили ли туда что-то еще. И также я искал мед непосредственно у пасечников, то есть у тех людей, кто занимается непосредственно пчеловодством. Это люди, живущие в деревнях. Я находил таких людей, приходил к ним домой и покупал у них мед. Но у меня всегда были сомнения, что вот этот путь от пчелы, улья до баночки, что на этом пути происходит? Когда я приходил покупать мед даже у пчеловодов, они же не наливали мне мед непосредственно из улья. Улья стояли, может, где-то там в стороне, их, может, вообще во дворе не было, они были где-то на пасеке, а мед приносили из какого-то подсобного помещения, уже налитый в мою тару. Я думал о чем? Не подмешали ли чего? Например, сахарный сироп, чтобы стало продукта больше. Вкус непонятно, изменится или нет, но это будет уже какой-то не пчелиный продукт, а изделие рук человеческих. Больше я ни о чем не знал. И когда я занялся пчеловодством и погрузился в эту тему, стал интересоваться, читать много литературы, общаться со многими людьми, кто занимается этим, то мои сомнения оправдались. И сейчас, когда я пчеловод, я наконец-то могу получать мед моей мечты. Именно такой, который я всегда хотел покупать, и тот мед, в котором я уверен на 100%, что это действительно природный продукт, созданный пчелами. Итак, что бы я хотел для своего меда? Хотелось бы, чтобы нектар, который собирают пчелы, и растения, они находились в каких-то чистых природных местах.
вдали от промышленных предприятий, вдали от магистралей с выхлопными газами, которые опыляют все вокруг растительность, вдали от полей, которые обрабатываются пестицидами, и садов, которые обрабатываются ядохимикатами, чтобы это вот пчелы собирали мед не в этих районах, где-то подальше, где чисто, чистая природа. И поэтому я свои улья располагаю именно в таких местах. Несмотря на то, что это может быть и далеко, и неудобно. Потому что мне нужно выполнить это требование для самого себя. Второе. Конечно, интересно получать мед с разных необычных растений. И большое видовое разнообразие растений, конечно же, обогащает вкус меда. И находясь в местности с такой удивительной природой, как Грузия, где настоящее богатство растительного покрова, можно получать такой удивительно вкусный мед. Также я выяснил еще один важный момент в отношении меда и пчел. Оказывается, пчелы болеют. И главная их болезнь – это эктопаразит, клещ вароа, который паразитирует на теле пчелы, высасывает из нее гемолимфу или жировое тело по последним исследованиям, тем самым ослабляет пчелу. И кроме того, он является переносчиком вирусов, которыми болеют пчелы. Считается, что пчелы не могут самостоятельно справиться с этим клещом, так как он не является природным сожителем нашей медоносной пчелы, а появился он из Азии. Там обитают пчелы Апис cerana, которые прекрасно с этим клещом уживаются. Они всегда с ним жили, у них существует так называемое гигиеническое поведение, они способны друг с друга счищать этого клеща. Клещ там преимущественно паразитирует на трутнях. Вот. И пчелы прекрасно с ним сосуществуют, как и вообще очень многие животные и растения существуют с паразитами. Пока организм здоров и имеет сильный иммунитет, паразит это здоровье не нарушает. А наши пчелы, европейские, естественным образом, они дальше Уральского хребта не заходили. Но потом, в связи с развитием пчеловодства и искусственным расселением пчел человеком, произошло заражение европейской пчелы. И европейская пчела совершенно не была приспособлена к жизни с этим паразитирующим клещом. И для промышленного пчеловодства это оказалась очень большая проблема. Семьи погибают, если их не лечить. Естественно, не получается урожая меда, ну и, соответственно, дохода. Поэтому пчел лечат. И неважно, это большая коммерческая пасека или это маленький пчеловод, принято лечить пчел. Лечат их лекарствами акарицидами против клещей. Активные компоненты этих лекарств проникают либо в мед, либо в воск. То есть они являются либо водорастворимыми, либо жирорастворимыми. Естественно, что разработчики лекарств, они предусмотрели способ их применения. То есть необходимо прекращать лечение за 14 дней до медосбора, например. Или лечить только 2 раза в сезон, ну или 3 раза в сезон. Соблюдается ли это? Это большой вопрос. По крайней мере, общаясь с местными пчеловодами, я обратил внимание, что многие этого не придерживаются. Это связано, может быть, из-за незнания,
Или у человека попросишь показать упаковку от лекарства, возьмешь его, а там даже нет состава, ингредиенты не написаны. Может быть, они написаны на общей коробке с этими лекарствами, а вот на маленьких упаковочках этого даже нет. Спросишь у пчеловода, но, естественно, он на это и внимания не обращает и не знает, как действуют активные компоненты. Можно ли смешивать эти лекарства, как это все влияет на пчел, на мед, на воск. Но вот те лекарства, которые впитываются в воск, они оттуда уже никогда не уходят, они там не разлагаются. Те лекарства, которые впитываются в мед, водорастворимые, считается, что они разлагаются там на более безопасные компоненты в течение недели или там 10 дней или 2 недель. Сами эти лекарства, их активные компоненты, если их будет употреблять человек, то он заболеет раком, потому что они канцерогенны, они вызывают образование раковых клеток. Насколько опасны в перспективе для здоровья следы этих лекарств, то есть разложившиеся компоненты? Считается, что они уже не опасны. Но употреблять следы, например, я тоже не хочу. Не то что сами лекарства, даже следы я употреблять не хочу в своем меде. Еще хуже, когда пчеловоды применяют антибиотики. Антибиотиками вирусы не лечатся, это уже давно известно, но известно, наверное, далеко не всем. Поэтому применяются даже и антибиотики. Но при этом лечение пчел не прекращается. Даже если делать его по инструкции, это уже не тот мед, который я хотел бы сам есть. Поэтому я принял для себя решение не применять никаких химических лекарств и антибиотиков по отношению к своим пчелам. В Европе и США уже давно, много лет существует направление естественного пчеловодства, экологического пчеловодства, при котором есть способы и методы, позволяющие содержать пчел и не применять к ним химических лекарств и антибиотиков. Может быть, это не столь продуктивно с точки зрения бизнеса и коммерции, потому что может наблюдаться там и большая смертность пчел. Но я согласен на такие потери. Я согласен получать меньше прибыли или меньше меда. Но мне нужен именно чистый мед, тот природный, о котором я мечтал, который я всегда искал, будучи покупателем меда. Идем дальше. Улей – это коробка, в которой есть деревянные рамки. Рамки могут быть не только деревянные, но и пластиковые. Но обычно это деревянные рамки, особенно в нашей местности. Деревянные рамки. Вот так они выглядят. В эти рамки натягивают проволоку. Вот она у меня намотана здесь. Эта проволока специальная, продается в пчеловодческих магазинах. Но специальная она в том смысле, что она не должна окисляться, вступать в химические реакции с медом. Она должна быть из нержавеющей стали или из каких-то сплавов нейтральных. В эту рамку натягивается проволока. Для чего? Для того, чтобы потом припаять вот такой лист вощины. Он у меня поломанный от долгих рассказов об этом. Выглядит он такой прямоугольный, ровненький. И он напаивается на проволочку. И на этом листе вощины пчелы строят уже ячейки. Это как такой восковой лист с выбитыми донышками ячеек, уже шестигранными. И на них пчелы отстраивают ячейки, и получается такой сот. Для чего это сделано? Для удобства работы с ульем, для удобства извлечения меда из сотов. Проволока препятствует тому, чтобы сот ломался, когда скачиваешь мед на медогонке. Вощина предназначена для того, чтобы пчелам облегчить труд, то есть им уже не нужно выстраивать все это основание, у них экономятся ресурсы, они быстрее отстраивают соты и быстрее заливают в них мед. Какую проблему в этом я обнаружил?
когда я разобрал свой первый улей, который я купил у пчеловода, уже с рамками, с пчелами, ну, такой обычный улей, который эксплуатируют здесь все, я все это там увидел. Эти рамки, эту проволоку, вощину. И когда я купил этот улей, он сам мне сказал, что нужно еще добавить туда рамок и пойти в пчеловодческий магазин, купить вощину. Он помог мне ее напаять. Вот. А потом, когда эксплуатация этого улья у меня завершилась, я пересадил пчел в другой улей, я его разобрал. И вот что я обнаружил. Я увидел, что проволока, применяемая для закрепления вощины, местами, а то и полностью окисленная. То есть эта проволока вполне может вступать в реакцию с медом, который я себе предназначил в пищу. Вот я ее всю потом с рамок смотал. Да, действительно, в некоторых местах она такая, как бы и нормальная, а во многих местах она потемневшая, темная, окисленная. А нужны ли мне окислы металла в меде? Мне нет, точно не нужны. Зачем? Мне нужен чистый мед. Поэтому в своем пчеловодстве я проволоку в рамках не применяю. Я, конечно, понимаю, что это удобно. И существует проволока, которая высокого качества, она нейтральная и не вступит в реакцию с медом. Абсолютно никакого вреда меду не принесет, видимо. Но есть риск купить некачественную проволоку. И этот риск здесь очень высок в нашем регионе. То есть это проволока, купленная здесь, в пчеловодческом магазине. А зачем мне рисковать? Да лучше я вообще без этого обойдусь. Поэтому проволоку я из своих рамок убрал вовсе. Вощина. Когда приходишь в пчеловодческий магазин, ну там бывает 2 или 3 вида вощины. Одна из них темная, другая светлая, другая посередине. Чем она пахнет? Некоторые люди, когда я даю им это понюхать, говорят, ну, воском вроде. Ну, потому что вощина, по идее, должна быть из пчелиного воска. Ее такую и делали в начале, когда ее придумали, там, в начале века прошлого. Вот. Но сейчас, в век коммерции и пластмассы, придумали делать вощину с добавлением воска. А все остальное это химические воски. Церезин, стеарин, парафин, я не знаю, но вот вы можете купить в супермаркете так называемые свечи восковые. Ну, восковые это просто старинное их название, они на самом деле не из пчелиного воска сделаны, из какого-то химического воска. И вот этот более дешевый воск, его добавляют в пчелиный воск, который более дорогой, и получают на выходе продукт, которого много, он дешевле. И таким образом можно обеспечить всех пчеловодов доступной по цене вощиной. В чем проблема для меня? Вот на этом искусственном воске с добавлением пчелиного пчелы отстраивают ячейки, в которые они заливают мед, который я потом буду употреблять в пищу. А нужно ли мне, чтобы мой мед соприкасался с какими-то химическими восками? Мне точно это не нужно. Мне нужен чистый продукт. Это еще не все. Как я уже упоминал, лекарства, применяемые для пчел, среди них наиболее распространенные есть активные ингредиенты против клещей, жирорастворимые, которые впитываются в воск. То есть они впитываются в соты, когда лекарством с помощью распылителя или из бутылки поливают сверху рамки, пчел. Это активный компонент впитывается в воск. И он уже оттуда, он там не разлагается, он там и остается. Потом этот воск, когда рамка отслужит свое, этот воск постареет, его надо менять, пчелы отстроят новый. Пчеловоды вырезают этот сот, перетапливают его. И вот этот воск они сдают на какие-то маленькие предприятия, которые изготавливают вощину с помощью станков. И вот представьте себе, что в этом воске уже содержатся лекарства. Здесь. Или их следы разложения. И если я использую вощину в своих рамках, но я не использую никаких сам химических лекарств, у меня лекарства уже
и так окажется в моем улье. Мне это нужно? Нет, конечно. Поэтому я вощину в своем пчеловодстве не использую. Убираем. Мои рамки выглядят так. Это такая же деревянная рамка. И я не использую вощину, но пчелы умудряются, оказывается, сами выстраивать тот сот, который им нужен в пределах моих рамок. Как видите, вполне хороший ровный сот. Я избавил пчел от такой проблемы. Вот ячейки на вощине, они все одинакового размера. Какого я не замерял, наверное, в магазине мне этого не скажут. Но сами пчелы имеют разный размер. Пчелы северных пород более крупные, чем южные наши. Серая горная кавказская наша пчела называется. Она мельче, чуть-чуть мельче. Соответственно, эти пчелы строят ячейки разного размера. Северные чуть крупнее, а вот южные чуть поменьше. А вощина для всех получается одинаковая в таком случае. Ну, она-то вообще-то бывает разная размера, но в магазине покупаешь, и никто этим не интересуется, какого размера ячейка. А пчелам на соте нужны ячейки разного размера. Они бывают нескольких видов. Есть ячейки для меда, они широкие. Есть для трутней, очень широкие, потому что трутни — это мужская особь пчелы. Это крупная такая пчела, без жала. И задача этой пчелы — оплодотворение самки. Есть ячейки для расплода пчел. А их тоже размер отличается. Есть ячейки, в которых выращивают пчелы свою матку. Особенная ячейка. Есть переходные ячейки. И все это на одном соте. И для того, чтобы все эти разные ячейки построить вот на одинаковом донышке, пчелам иной раз приходится все разгрызать и переделывать. Зачем я буду их заставлять это делать? Они ж у меня не на предприятии, на конвейере работают. Они живут своей жизнью. Это дикие насекомые, дикие существа. Они сами знают, какие соты им строить. И я лишаю их этого стресса, перестраивать то, что вот я им привношу. Поэтому они строят сами свои соты, они умеют это делать. За всю историю своего существования они научились делать это прекрасно, без помощи человека. Чем они и занимаются в моих ульях. Строят сами свои соты, без вощины, без проволоки. Чистый пчелиный воск для чистого меда. Вот что мне нужно на одном из этапов моего пчеловодства, для меда моей мечты. Кормление сахаром. Сахар для пчел применяют для разных целей. Его применяют весной, сахарный сироп, для того, чтобы стимулировать пчел к развитию. Есть такой способ в промышленном пчеловодстве. Ну, промышленное пчеловодство — это такой подход вообще к ведению пчел, который используют не только крупные пасеки коммерческие, большие, но и вообще все пчеловоды. Потому что это такой способ, такой метод, такой подход к пчеловодству. Поэтому, когда я говорю промышленное пчеловодство, это касается вообще всех пчеловодов практически. Сахарный сироп используют также для того, чтобы кормить пчел, создать им зимние запасы. Есть такие местности, где очень мало меда пчелы собирают. И поэтому этот мед, для того, чтобы была возможность его продать, такое количество, его полностью у пчел забирают до осени. А пчелам, для того, чтобы они зимой не погибли и у них был корм в улье, дают сахарный сироп. Зиму они на нем перезимуют, а весной начинают собирать новый мед для новых урожаев. Сахарный сироп иной раз дают для того,
чтобы получить больше меда, который затем можно продать. Но это если есть такая ситуация, когда мед очень хорошо продается, своего пчелиного не хватает, а для того, чтобы его было больше и больше заработать, то можно пчелам скормить часть сахарного сиропа, он смешается у них в улье там с нектаром. Это будет практически незаметно. Сахар недорогой продукт по сравнению с медом, а потом это все продать как мед. Сахарный сироп используют для того, чтобы просто подмешать его уже в готовый мед перед продажей. Такой мед вы можете приобрести, ну, например, в Батуми на рынке. И если вы хоть немножко имеете искушенный вкус, то вы почувствуете вкус сахарного сиропа в этом меде. Стоит он по самой низкой цене. Ну, продавцы зачем-то уверяют, что это натуральный мед, хотя могли бы просто сказать, что это медовый продукт. И по такой цене доступно его покупать для того, чтобы использовать там в всяких пирогах и так далее. Его не жалко там греть в духовках. Но почему-то они бьют себя в грудь и говорят, что это настоящий. Ну, вот вопрос стимуляции пчел для весеннего развития и подкормки сахарным сиропом для меня не стоит. Я живу в регионе, где цветы цветут практически круглый год. И поэтому их еще как-то искусственно стимулировать сахаром у меня абсолютно нет никакой необходимости. Поэтому для этой цели мне сахарный сироп не нужен. Забрать у пчел весь мед и вместо меда оставить им сахар, но это тоже не мой подход. Сахарный сироп, он не содержит, конечно, тех веществ, которые есть в нектаре и в натуральном меде. То, что необходимо пчелам для их здоровья и жизни. Но поскольку я не лечу пчел химическими лекарствами, то мне нужны здоровые пчелы. Здоровые пчелы, те, которые в том числе они питаются своей природной пищей, своим лекарством, натуральным медом, который дает им природа. Это один из факторов их здоровья. А если их кормить сахаром, их здоровье, конечно, может пошатнуться. Поэтому это не мой подход. Я лучше меньше себе меда возьму, больше им оставлю. Но пусть они будут у меня здоровыми и принесут мне здоровый мед. Поэтому для этого сахар мне тоже не нужен. Подмешивать его в мед для того, чтобы его стало больше. Но я хочу кушать свой мед своей мечты, а не сахарный сироп. Я искал возможности употреблять такой мед. Я искал возможности исключить различные добавки в свой мед. И поэтому мне абсолютно нет никакого смысла смешивать мой мед с сахарным сиропом. А тем более предлагать такой мед с сахарным сиропом другим людям. Зачем? Портить свою репутацию. Поэтому я вообще не использую сахар в своем пчеловодстве. Ни для каких целей. Но еще мне всегда нравились улья и вообще конструкции, и жилье, и все из натуральных материалов. Поэтому я не использую пластиковые улья, хотя они считаются безвредными. Есть пластиковые улья, и они считаются практичными. Но для меня это несовместимо. Природа пчелы, натуральные соты, натуральный мед в пластиковом улье. Ну, просто в моем сознании это не помещается. Может, кто-то это применяет и ничего, но это не для меня. Поэтому сам я изготавливаю улья для себя только из дерева. У меня есть улья в виде коробок с рамками, как я уже показывал. Есть у меня конструкции ульев, где нет рамок, есть только верхняя планка, на которой пчелы уже самостоятельно настраивают сот, только верхняя планка. Это кенийский улей, для Африки он создан. Ну и здесь он отлично работает.
меня есть улья, как позади меня. Это деревянная колода. То есть это кусок бревна, в котором внутри выдолблена полость. Я сам это делал. Туда заселяется рой пчел, и там они отстраивают свои соты, уже даже без верхних планок. То есть это имитация природного жилья, как если бы они поселились в дупло дерева, или там в какую-то нору в земле, или там под корень куда-то. Вот там они вот так же существовали, как и вот в моей колоде. Важны также и другие этапы в получении меда. Это как извлечь мед из сотов. Об этом у меня есть короткий сюжет в другом видео. Медогонка сделана из дерева. Ни одного железного гвоздя или шурупа. Только натуральные материалы. О том, как хранить мед. То есть, оказывается, даже на этапе хранения можно испортить мед полностью или частично. Об этом тоже в моем другом коротком видео. И вот интересно, можно ли умереть, если мед будет храниться в катке из тиса? И таким образом я открыл для себя вот эту обратную сторону пчеловодства, невидимую для покупателей. Об этом не расскажут пчеловоды. Об этом тем более не расскажут продавцы меда. И для покупателя это такое белое пятно. Я сам был покупателем, и для меня это вот было белое пятно. Что происходит на этапе от пчелы, которая несет нектар в улей, вот до баночки, которую я покупаю, неважно где, в супермаркете или у пчеловода. И вот сейчас в этом видео я рассказал вам, что я обнаружил, что для меня показалось негативным, и что я исправил в своем пчеловодстве, чтобы получать действительно мед своей мечты, тот чистый продукт, о котором я всегда мечтал. Поэтому, обладая теперь вот этими знаниями, вы можете купить мед в любой части Грузии, в любой части своей страны, где вы проживаете, в уголке света, где существует пчеловодство. Для этого нужно просто задать вот эти вопросы, которые я поставил в этом видео, которые вы прослушали. Я резюмирую их. То есть экологически чистое место для пчеловодства. Второе. Отсутствие химического лечения. Это означает, что даже потенциально лекарства не смогут попасть в тот продукт, который вы покупаете, потому что их просто нет, они не применяются. То есть задайте вопрос, лечит ли пчеловод своих пчел? Если лечит, то чем? Если вы узнаете название этих лекарств, в интернете вы сможете прочитать их ингредиентный состав и узнать, какие активные ингредиенты в этом лекарстве и на что они влияют. Также можно узнать, с какой периодичностью человек лечит пчел. Применяется ли искусственная вощина или некачественная проволока? Ну, как это определить, это может быть сложно визуально, но если человек не использует ни вощину, ни проволоку, значит проблемы не будет. Ни с воском, ни с медом. Как человек извлекает мед из сотов и как он его хранит? Если вы зададите эти вопросы пчеловоду, вы узнаете, насколько чистый продукт вы получите от него. Когда я даю вам такие советы, я понимаю, что выяснить это будет непросто. Загляните в любой попавшийся вам улей, и вы обнаружите там вощину и проволоку. Но кто вам даст это сделать? Если вы начнете пчеловоду задавать вопросы о лечении, ну, скорее всего, вы получите те ответы, которые вы хотите услышать, а не то, как обстоят дела на самом деле. Если вы турист в этой стране, то, конечно, вам никто не расскажет, что он лечил своих пчел за сезон 10 раз. Или если вы араб, турок,
иранец, и вы надеетесь, что увидев на пасеке у человека несколько колод, вы нашли нехимический грузинский мед? Никто вам не расскажет, что он и в колодах поливает своих пчел теми же лекарствами, что и всех остальных. Но гораздо легче это будет сделать в вашей стране. По крайней мере, вы теперь понимаете, какие аспекты нужно для себя прояснить, чтобы найти того пчеловода, у которого вы сможете покупать действительно чистый мед. Если вы живете в Европе или США, то ищите пчеловода, у которого заявлена его главная страница, его лицо, его пчеловодства. Это будет пчеловодство без лечения. Treatment free. Natural beekeeping. Если вы живете на территории бывшего Советского Союза, ищите пчеловодов, кто следует принципам естественного пчеловодства. Часто такие люди содержат пчел вот в подобных колодах. Ну, колода, допустим, в Грузии, это еще не фактор чистоты меда. Это лишь фактор привлечения туристов. И последнее. Конечно, и в промышленном пчеловодстве можно получать, ну, как считается, чистый мед. Для этого надо лекарства употреблять в сроки. То есть, чтобы они не попадали в продукт, который предназначен для продажи. Для этого можно использовать вощину, которая изготавливается из собственного воска. То есть не покупать ее в магазинах, а изготавливать ее самостоятельно или кому-то носить на изготовление из собственного воска, в котором нет примесей химического воска. Такие пчеловоды есть. Они используют вощину, но используют свою. Можно иметь проволоку, которая не окисляется, потому что такая проволока существует и где-то она продается. Можно скачивать мед в таких устройствах, которые не вступают в реакцию с медом. Например, из нержавеющей стали или из каких-то материалов нейтральных к меду. Можно хранить мед в таре, которая не вступает в реакцию с медом. Есть мед сертифицированный, в котором там нет уже этих лекарств, может быть, там только остались безвредные следы. И есть мед, в котором вообще ничего потенциально вредного не применяется. И когда есть выбор, это хорошо. Спасибо, что прослушали. Я буду очень рад, если эта информация окажется для вас полезной, потому что мед очень ценный продукт, и иной раз он стоит немаленьких денег для кого-то, и всегда хочется заплатить за то, что ты ожидаешь получить. Спасибо, всего хорошего, до новых встреч.